В данном видео я расскажу о том, как я креплю волосы куклам. Уже много всего сказано и снято про волосы, но тем не менее мне задают вопросы, поэтому я акцентирую внимание на деталях. И в этом видео покажу процесс от и до. У меня есть вот такая болванка. Не смотрите, что она пока страшненькая, она недооформленная. Лицо еще я доделываю после волос уже. В этом видео волосы я буду делать из мулине. Вот есть у меня такие ниточки. Цвет я еще не подобрала. Вот как раз думаю, какой цвет выбрать. Всегда примеряю на голову и смотрю, как это будет примерно смотреться. Подойдут ли ей такие волосы. Ну, примеряю. Также можно использовать швейные нитки, ирис обычный для вязания. Любую фантазийную пряжу, например, вот такая у меня есть. Толстенькая, но вот такую толстенькую я креплю просто узелковым способом. Или, например, вот такую фантазийную пряжу я тоже креплю просто узелковым способом, поэтому останавливаться на этом я не буду. А остановимся именно на прямых тонких нитках, когда вы хотите сделать прямые волосы кукле. Я, наверное, остановлюсь вот на таком цвете, хотя ей любые волосы идут, мне кажется. Ну, никогда не узнаешь, идут ли волосы до того, как их прикрепишь. Мулине состоит из 6 ниточек, я буду делить пополам, по 3 ниточки на волос. Но для начала нужно нарезать волосы нужной длины. Определитесь, какой длины у вас будут волосы. Я буду делать короткую стрижку. И намотайте на что-нибудь, что подходит под такую длину. Например, какие-нибудь коробочки, чехлы для телефонов, пульты для телевизоров и так далее. Таким образом я вот буду наматывать. Сначала я наматываю примерно 30 раз. Потом, если нужно, я буду увеличивать еще. Она у меня разделится на 2 раза и будет 60 ниточек. После этого я с одной стороны просто разрезаю. И делю все ниточки пополам. После приготовления ниточек нужно определиться с линией роста волос. Я обычно это делаю на глаз, но для вас сейчас буду рисовать по голове. Можно поступить двумя способами. Нарисовать вот так от уха до уха по прямой линию. Почти по прямой. Так растут волосы у некоторых кукол, которые в магазине продаются. То есть просто вот так вот. Можно поступить другим способом и сделать волосы более приближенные к человеку. Линию роста волос. У нас есть такие здесь изгибы. Здесь идет по прямой. Здесь изгиб. Потом идет линия вот сюда немного, чуть ближе. И уже здесь над ухом загибается назад. Вот так. Ну, в общем-то, сами как хотите, рисуйте, не рисуйте. Делайте линию как хотите. Я буду делать вот по второму варианту, раз уж я уже нарисовала примерно. Тут важно не насадить волосы на лоб, но и не оставить вот эту часть лысой. Тоже будет некрасиво. Примерно вот так я буду крепить. Сзади тоже важно. За ухом можно побольше взять место, оставить. И примерно вот здесь у меня будут заканчиваться волосы. И здесь я замыкаю эту линию. Вот так вот я буду крепить. И для чего нужна эта линия обязательно? Во все петельки по этой линии я креплю волосы в каждую петлю. Иначе будет некрасиво, могут быть проплешины. Мне важно, чтобы спереди, передний ряд, боковые ряды и сзади волосы были прикреплены в каждую петельку.
Как крепить, я расскажу чуть позже, пока рассматриваем, куда крепить. Здесь, если я знаю, что я хочу, например, вот так пробор посередине, то я креплю здесь 2 ряда в одну сторону и в другую сторону, тоже в каждую петельку. Таким образом, здесь пробор получится красивый. Если я хочу, например, волосы на бок, то пробор я делаю вот здесь. И здесь в каждую петельку с 2 сторон от этой линии я тоже креплю волосы вот так вот, в каждую петлю. В остальных местах я креплю примерно через одну петельку. Так, в шахматном порядке стараюсь. Ну, иногда получается не обязательно в шахматном порядке. И крепление вот это я заканчиваю примерно вот по этой линии от уголка. Макушку захватываю. Вот так вот. И до уголка вот этого. Вот все вот это пространство я делаю, волосы креплю так, чтобы они как будто росли из головы. У меня на канале есть уже видео, как я это креплю, но я еще усовершенствовала этот способ, и теперь этот способ надежный. То есть волосы даже при сильном дергании не достанутся из головы. И вот все, вот это пространство я креплю вот этим способом. Сейчас покажу, как это делаю. Сзади я делаю ряды. Вот такими рядами я прокладываю. Сначала примерно через 2 ряда. Вот так вот креплю рядами. Или через 3 ряда примерно вот здесь по центру. Все зависит еще от толщины волос, которые вы будете крепить. Надо найти баланс, чтобы волос не было слишком много. Если крепить вот здесь вот тоже в каждую петлю, будет очень много волос и просто получится огромная шевелюра. Если нету цели огромной шевелюры, то не надо крепить в каждую петельку. Ну, примерно вот так у меня получается. 1, 2, 3, 4, 5. 5 таких полосочек. Но и здесь я буду крепить не в каждую петлю вот этой полосочки, а я покажу сейчас, после того, как покажу вот этот способ, здесь на задней части я креплю по-другому, чтобы максимально заполнить пространство волосами, чтобы не было проплешин. Но они, конечно, все равно остаются, потому что в каждую петлю мы не крепим, и получается расстояние между волос. И после того, как я сейчас покажу оба способа крепления, я расскажу, как я избавляюсь от того, чтобы здесь у меня не было залысин, чтобы голова казалась однородной. Итак, к первому способу вернемся вот в этой части, как я креплю волосы. Для начала я беру нить, можно ту же нить, что и тело я вязала, можно, например, зубную нить, можно крепкую любую нить. Главное, чтобы она не рвалась легко. И я в любом месте, вот я обычно здесь по центру просто беру и прикрепляю на узелок эту ниточку. Один кончик я прячу внутрь, а одним я буду работать. Вот узелок я сделала. И вывожу длинный кончик в любое место, где я начну вот так по кругу вот этот контур крепить. Ну, примерно вот сюда я сейчас выведу. Теперь вставляю крючок в следующую соседнюю петельку и вывожу в ту же петлю, где у меня нить. Так, беру первый волос и просто его вот сюда прокладываю. Теперь беру обратно вот эту нить рабочую, захватываю кончик и протягиваю крючок. Обратно вытягиваю нить. И вот в прошлом способе я здесь просто затягивала эту ниточку, и у меня волос входил в голову. Здесь я немного усложняю способ. Я выравниваю кончики, чтобы они были одинаковые по длине. И делаю один узелок. Просто вот так. Затягиваю. И после этого я затягиваю вот эту ниточку. У меня этот узелок заходит в голову.
и волос как будто растет из головы. Далее я ввожу крючок в следующую петлю, вывожу опять в эту, где у меня рабочая нить, беру нить, волос, снова прокладываю просто здесь под крючком, беру вот эту нить рабочую и протягиваю обратно. И снова завязываю на один узелок. И снова дергаю, тяну за нить рабочую, и волос у меня входит в голову. Вот, смотрите, получается, как будто они растут из головы. Таким образом я креплю вот так по кругу. Сюда, 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 вот по этой линии, которую мы рисовали. Ой, вот сюда, за ухо, сюда. И здесь заканчиваю. Далее, таким же образом, если я знаю, где у меня будет пробор, я креплю в каждую петельку с двух сторон от этого пробора. Да? Я креплю в каждую петельку с двух сторон от этого пробора. Или сбоку, или центральный пробор. Дальше я начинаю заполнять. У меня получатся такие отделы. Два отдела. Вот первый отдел и второй отдел. Заполняю сначала первый, постепенно заполняю. Через одну, через две петельки я делаю волос. Много не надо, иначе получается густая шевелюра. Дальше я вот эту нить рабочую, где-то я здесь заканчиваю, она у меня здесь. Я ее вывожу на эту часть. И здесь также несколько волос креплю через одну, через две петельки. Желательно в шахматном порядке, чтобы их не было очень много. Дальше я вот эту рабочую ниточку закрепляю, просто делаю узелок, обрезаю кончик и прячу внутри головы. И перехожу к задней части, вот эти ряды, да, вспоминаем, которые я прочертила. Здесь я креплю по-другому. Я беру ниточку и ввожу крючок как раз через прочерченные ряды, вот в один, где у меня ряд, туда ввожу и вывожу через 2 или 3 ряда. Вот у меня получилось через 3 ряда вывожу. Обычный способ узелковый, но только я креплю через ряды, чтобы заполнить пространство головы. Вот так. Снизу вверх я ввожу, чтобы у меня волос вниз направился. Здесь я тоже делаю расстояние. Можно через одну примерно вот так вот крепить. Опять же, зависит от того, сколько волос вам нужно. Дальше перехожу на второй ряд. И здесь, чтобы в шахматном порядке между вот этим, например, здесь нитка, то я буду между ними крепить вот здесь. Вот такими рядами я креплю до конца. Вот этот ряд у меня сделан первым способом, как мы помним. А вот это все пространство я заполняю вот такими вот прядями. Я сейчас доделаю волосы и вернусь, покажу, как я избавляюсь от вот этих залысин, которые остаются. Не знаю, использует ли кто-то такой способ, как и я, но я не видела. Сейчас вернусь и покажу. И, кстати, про челку. Если вы хотите челку, то нужно тогда делать здесь 2 ряда. Первый ряд пойдет вниз, вот так вот. 2 ряда я имею в виду вот этим первым способом, без узелков. Один пойдет вниз, и второй ряд тоже должен быть здесь, чтобы не было видно узелков. И желательно в каждую петельку здесь тоже проделать. То есть еще добавляется один ряд с вот этим способом. Кстати, после того, как я все прикрепляю, я беру расческу с тонкими зубчиками и разделяю вот эти все ниточки. Просто расчесываю, грубо говоря, эти нитки, чтобы они разделились. И получается эффект волос. Они, правда, любят закручиваться при этом. Ну, вот так вот. Давайте смотреть, что у меня получилось. По периметру все красиво, по этой линии. Если делать хвостик, например, то будет выглядеть хорошо со всех сторон, все ровно, прямо и красиво.
Но как только где-нибудь смотришь внутрь, то видны вот такие залысины. Что я делаю, чтобы немного избавиться от них? Я беру акриловую краску, подходящую в тон волос. У меня вот такая есть акриловая краска цветом охры. И немного добавляя воды, я просто прокрашиваю все эти полости, которые образуются. Я обычно делаю так. Я смачиваю все водой сначала, чтобы каждый раз кисточку не мочить. Просто прохожусь сырой кисточкой вот так по лысинам этим, смачиваю водой. После этого я беру краску, потому что она все равно густая и ей нужна вода. И уже пропитываю аккуратно голову. Просто прокрашиваю все эти залысины. Цвет можно взять чуть темнее. Ну, если это, например, черные волосы у вас, то вообще понятно. Все, если светлые, то можно ничего не делать. И если какой-то другой цвет, то я вот так прокрашиваю иногда. Не всегда. Иногда мне достаточно крепления, и у меня, в принципе, нормально. Но в данном случае вот у меня волос не очень много, так как такая прическа будет с короткими волосами. И мне нужно вот это все прокрасить. Я ряд за рядом все прокрасила. Теперь остается дать высохнуть, расчесать аккуратно расческой, как я уже рассказывала, и подстричь по необходимости. А мне еще остается сделать брови и ресницы и притонировать личико. Отдельно будет видео про полную тонировку тела куколки. Не переключайтесь и спасибо за просмотр.